Ребят, привет! Я очень рад, что наконец-таки вы смотрите, вы комментируете. То есть я понимаю, что это кому-то нужно. Точнее, я 200% уверен, что эти видео нужны, как минимум для людей таких вот, как я сам, которые многие годы искали возможность, как вообще пересадить волосы, как решить проблему облысения. И, по сути, я не сталкивался практически ни с кем, кто бы это делал. То есть и были различные клиники, которые просто рекламировали свои услуги, там нанимали каких-то блогеров, и они там просто ехали, ну, как реклама. Вот, я всегда искал людей, которые на себе могли бы это все испытать. Я находил там пару каналов, англоязычных каналов, но вот опять-таки там были американцы, и они ездили пересаживать волосы в Корею, где как бы, ну, для меня, мягко говоря, было дорого, мало того, что нужно туда ехать, во-вторых, это стоило очень дорого, и вот я всегда искал вариант какой-то, ну, не очень дорогой, и, знаете, сопоставление цена-качество. Что хочу также сказать, я очень рад и благодарю, как бы, тем людям, которые мне выражают доверие, которые пишут, со своими историями делятся. Ну, ребят, как я им и говорил, я, что называется, помогу, чем могу. Я, как вы заметили, я не пишу, то есть ни в одном моем видео нет рекламы никакой там компании, никаких там клиник, хотя несколько клиник перед тем, как я ехал пересаживать волосы, я делал определенный выбор, делал отбор по цене качества. Ну, опять-таки, что такое цена-качество? Цена, само по собой, понятно. Качество – это сколько клиника лет уже на рынке, какая ее история, какие они раньше делали операции, потому что это очень важно. Если они раньше занимались там food, они знают, что такое food. То есть они затем перешли на другой, потом перешли на FUI, потом на DHI. То есть они знают, это не просто бизнес, там, как я делал, как первую пересадку мне делали. Если не смотрели видео, посмотрите видео, я сделаю ссылку на него, мне кажется, оно достаточно важно, чтобы вы понимали, во что можно вляпаться, потому что это уже моя вторая пересадка. То есть клиники, они реально сфокусированы на этом и вообще на сколько процентов, например, пересадка волос занимают, если они занимаются какими-то другими видами деятельности, насколько сильно они сфокусированы именно на том, ну, что меня волнует, и меня волнует именно эта пересадка волос. Вот, опять-таки, очень важно комплекс услуг, которые вам предоставляют, и за те деньги, которые предоставляют. Я вот сейчас общался с ребятами. Спасибо опять-таки большое, что вы мне доверяете и пишете. И вот вы делитесь своим опытом, когда вам предлагают там цены. У каждой клиники есть свой таргет-маркет, наверное, можно это так назвать. И, конечно, скорее всего, они делают хорошо, но не факт, опять-таки. Вот я об этом я говорил в своем видео, когда вот с первой пересадкой, когда я заплатил кучу денег, а мне сделали просто ужасно. То есть вот это нужно всегда соизмерять. Во-первых, самое важное, это вот то, о чем я говорю, это клиника, ее история, какие доктора, сколько каждый доктор уже в этой сфере и конкретно какой у него опыт, сколько у него голов, сколько у него лет, какими другими методиками он раньше делал, чтобы, ну, это все вкупе очень важно для того, чтобы выбрать и клинику, и доктора. Ну и цена. Ну, глупо, наверное, предлагать человеку, миллионеру, миллиардеру ехать в клинику за $1500. Он, наверное, выберет клинику и за $10 000, и он будет прав, потому что, в принципе, для него разницы цены нет, там, $10 000 или $2000. Но его там оближут, наверное, намного лучше. Вот. Для меня как бы важен момент был именно соблюсти вот этот баланс и цена, и качество. Потому я изучил несколько клиник, и вот я не то, что их рекомендую, но как бы если вам нужно и поделиться информацией, которую я уже для себя собрал до того, как, вот отчасти мне, может быть, сразу не сказали, что вообще как бы мне нужно делать пересадку 2 раза, потому что вот в другой клинике, то есть у меня вот две клиники, такие топчик, которые я собрал из, наверное, 10 клиник, может быть, даже больше. И вот в одной клинике я сделал, во второй клинике мне сразу сказали, что мне нужно 2 операции делать.
одну и через 7-8 месяцев вторую. Ну, конечно, я подумал, что, наверное, на мне хотят заработать, и поехал в ту клинику, где было дешевле, но по факту, вот даже в этой клинике, где я сделал, я понял, что и первая клиника, она была права, потому что для того, чтобы мне покрыть все, нужно 2 операции. Вот, то есть, видите, здесь все густенько, но если посмотреть вот здесь, то вот темечко остается. И потом даже, когда я понял, когда я смотрел выпуски, точнее не выпуски, там рекламные материалы там блогеров про облысение, они делали одну операцию, ну потому что, естественно, клиника им дала бесплатно, видимо, только одну операцию, вторую они не делали, и у них вот здесь вроде бы нормально, многовато, а вот здесь, ну просто одного такого блогера я знаю лично, это, ну не буду его пиарить, он был лысый, это российский блогер в леопердах. Он был лысый, и то есть здесь у него вроде бы волосы, но сзади вот по факту ты когда вживую на него смотришь, видно, что здесь залысины. И такое ощущение, что как будто то ли он лысеет, то ли он сделал операцию. Но если ты как бы в этом понимаешь и разбираешь. Есть же люди, которые вот просто вот как ребята, которые мне пишут, у них вот просто там залысина или здесь начинается. То есть с этим вообще проблем нет. То есть в принципе, для этого, мне кажется, там, ну, графтов, 4000 графта будет вот просто тьма, чтобы здесь стало прям очень много волос. Ну, и чтобы вот это все вернулось, и вы стали снова красавчиком. Поэтому, ну, что вам сказать, ничего такого страшного нет в том, что вы полысели, потому что на дворе 2021-2022 год, и, собственно, технология уже позволяет достаточно за недорого пересадить волосы. То есть это не просто пересадка, это вот считайте все вместе. Это за вами суппорт полностью, пересадка, отель, трансферы, ну это удобно. Я на самом деле не думаю, что есть смысл экономить. И еще, кстати, момент, после операции, ну такое состояние, какое было у меня, ну вряд ли, хотя мне разрешали ходить гулять там по Стамбулу, но на тот момент я просто провел время в отеле, поэтому опять-таки вот этот пакет, который включает что вы сидите, то есть, точнее, хороший отель, то есть, ну, я бы, наверное, первые дни точно сидел бы в отеле и отдыхал бы там, и поэтому это должно быть тоже достаточно удобно и на уровне. Вот, поэтому, ну, что сказать, сейчас нет смысла беспокоиться, если у вас на самом деле облысение, потому что все это можно исправить. Вот на моем опыте, опять-таки, у меня, кстати, тоже появились кое-какие моменты, я с ними поделюсь с вами чуть-чуть в другом видео. Сейчас речь, наверное, идет, даже не знаю, как я назову эту серию, ну, посмотрим, потому что мне вот просто пришел такой позыв записать это видео, мне кажется, что вы должны его видеть. Что, наверное, основное, это не нужно переживать, во-первых, что вы теряете волосы, во-вторых, что это можно исправить, в-третьих, нужно очень ответственно отбирать клиники, потому что вам с этим жить, и это навсегда, на всю жизнь. Ну и в-четвертых, опять-таки, каждый находит под свой кошелек под свои запросы какие-то предложения клиники. Есть дешевые, есть средние, есть дорогие. Все, что они могут вам сказать. Мы там на рынке, там 20 лет, не надо реально поизучать. Но если вам нужны советы, рекомендации, вы мне пишите, не стесняйтесь в Telegram. Я вот в каждом видео прикрепляю внизу. И я поделюсь с вами всей этой информацией, которую я собирал. И дальше я продолжаю собирать. Я сам был в этой ситуации, поэтому не волнуйтесь. Все это можно пройти, и у вас снова будут волосы. Все, хорошего вам дня и до следующего выпуска. Спасибо за комментарии, подписки, лайки и колокольчик. Аж голос пропал.